Так, продолжение банкета. Есть. Мы в эфире. Друзья. Так, я не знаю, что с Твичом и почему. Что картинка? Картинка висит. Ну, ничего страшного, зато на Твиче она не висит. Твич слышно. О, ничего ж себе. То есть, смотрите, мы перешли с Wi-Fi, и Twitch стало слышно. Давайте-ка включим Wi-Fi. FPS проседать начало. На Твиче зависло. Отлично, мы сейчас поменяем Wi-Fi. И, нас в онлайне даже, смотрите, сколько людей. Все, кто-нибудь напишите, кто в онлайне. Сообщение хоть одно. Так, а что у нас опять Twitch вылетел? А, нет, это я вылетел. Соединение прервано. Да почему такая беда-то? Игровой процесс. Начать. Еще одна попытка. Перезагрузить проигрыватель. Вообще написано, что я в эфире. Я не знаю, в чем причина, почему он отвисает даже с, получается, YouTube. Twitch не хочет работать. Никак. Качество трансляции было зашибись. Серьезно? Я все еще живой, прикиньте. Так, ладно. Давайте-ка растяну я тогда сам процесс. С Твичом разберусь потом. Twitch не хочет работать, он просто вылетает и все. С Wi-Fi, без Wi-Fi, вообще ему не важно. Там заруб был где-то там. Но мы сейчас все равно посмотрим, сколько он съел без Твича. Убито 3. Убито 2. Лютейший заруб. Во. Их было двое. Было двое, но вполне возможно еще... Там их было много. Да, вот такой вот Infinix. Не хочет он в онлайне показывать нам картинку. И еще окажусь, что дольше живой. Будет вообще смех. Нет. Какой я там? 4. Ладно. Пойдет такая картинка. Не хочет он на Twitch никакую картинку показывать. Еще раз попытаюсь. Но пока он говорит нет. Пока он говорит, он устал. Так, что у нас по секундомеру? 18 минут, 53%. То есть минимум он ест 30. Ну это немного. Но сейчас мы погоняем, тогда вот с такой вот убогой картинкой гоняем. Twitch у нас не хочет работать. Вообще никак. То есть Smart Twitch выкинул. Не очень романтичный стрим получается, но что делать?
Так, а что у нас еще здесь? Еще и у меня камера. Что-то там выделывается. Все отвалилось. Ну, в общем, если что, будут вот такие стримы. Терпите. Во всяком случае, мы их погоняем полностью. И, наверное, это самое важное. Twitch можно закрывать. А что можно не закрывать, смотрите, это, наверное, настройки. Потому что все-таки уже Touch вообще никак не работает. Ха-ха! Touch вообще никак не работает. Ну что это? Вот что? Что ему не нравится? 18 минут поиграли. Без всяких ультра. Вот сейчас уже я выставлю жесть. Сейчас выставлю так, как... Ну, тем более Твича нет, никаких дополнительных нагрузок нет у него. На 18-й минуте началась печаль с сенсором. То есть он не игровой. По поводу фото вы уже... Кстати, у тебя есть белый шум. Есть еще синий шум. Я шучу. Белый шум, у меня нет белого шума. Смотри магию. Это чтобы ему легче было. Сейчас я на ультрах всем покажу все. Все, вырубил. Вырубил. Ну, во всяком случае, играл я без остановки. И по большому счету что? Мы в первую очередь общаться должны. Сейчас есть белый шум? Нет. У тебя Twitch обновился вчера. Понятно. Бракованный Infinix. Да опять, Zero 5G хочу отметить. Понял, зря быканул. Но это чтобы было легче смарту. Но вообще мне не кажется, что он там погибнет прям. Но Touch вот сейчас вообще не работал. То есть в менюхе Touch сказал: друг, я в общем занят. В принципе, его право говорит, что он занят. Universal Денис Вальшевский, привет. Архитектор, привет. Не забываем прожать лайк. Вот так топорно и подло эти устройства никто не будет. Мне кажется, что... Ну хорошо, меня перекупы здесь не найдут. Кстати, я узнал, уже 11 раз перекуп продавал GT... Я почему-то думал, что он не может продать. 11 раз он уже продавал GT10 Pro. Вот этот вот... В России в скупках нормальных не покупают, потому что люди более-менее шарят и разбираются, вот это дело. А здесь покупают, то есть они покупают по 8 тысяч бат, по 23 тысячи рублей, а продают по 16. И он, ну иногда, и все зависит от того, кто продает. Иногда он прям, я так понимаю, за 1005 его покупает. Но уже 11 раз он сказал сегодня. Я просто удивился, что он у него лежит. Я говорю, ты мой, купишь-то или нет? Он такой, приноси, приноси. Вот. Так что, если у вас скупки и у вас туристы... Да, если у вас скупки и туристы, это просто золотое дно. Но у вас для этого должна быть скупка. Потому что если у вас не туристы, соседи за такое могут покалечить. Если супер дешево не продадите и не предупредите, что могут быть траблы. Но хочу отметить, я, кстати, почти до конца добегал вот в этот раз. Параллельно пытаясь стрим настроить. Видите? 416 вообще какой-то прям супер банкет. О! Опа! Лаг был. Просто лютейший. Телепорт, я бы сказал. Мне кажется, здесь будет много людей. Да дайте мне какую-нибудь броню-то. Хоть какую-нибудь. Все. Еще на голову бы и все. И все. Я бы был рад. И было бы у меня оправдание. Не было бы у меня оправдания, почему меня просто быстро вынесли. Вот этого типа нет оправдания, он меня, я так понял, вообще ножом снял. Нет, не хочет он, чтобы я с ним бегал. Ладно, ничего ж себе нас, 27 в онлайне, не забываем прожать лайк. Он мечтает купить небольшой дом
Денис, не, я не мечтаю. У меня нет денег, как там 550 флагманов, чтобы у меня было в кармане. И, к сожалению, мне надо все это дело продавать. Вот. Притом, говорю, нерентабельно я могу очень редко покупать. Но, если бы я столько обзоров не делал, то есть, посмотрите, я прошелся про всем айкушкам, по всем OnePlus, по всем Realme, по всем Xiaomi. То есть, мне сейчас просто тупо нечего обозревать. То есть, да, у меня есть iQOO Neo 9 Pro, и у меня есть Ace 3, но у меня пока смартфонов нет на руках. И вот эти вот два резервных GT10 Pro. И плюс мне было интересно третий эшелон купить после 3 месяцев как раз того, как это дело выпустилось, что они смогут предъявить и предоставить. И протестировать не, без фразы, когда мне говорят, ну вот его допилят, а еще вообще его там продавать как нечего. Не, все очень плохо. Так, стоп. Ну, не говорите мне, что я крысятничаю. Значит, упаковано, а я нет. А теперь я упакован, а он нет. Да? О. Мне кажется, он ждет меня снаружи. Вон он. Но это был не тот. Хотя этот тоже упакован норм. Да, что-то да видно, кстати. Может, он сбросил яркость, либо я просто начал грамотнее это дело располагать. Смотрибельно, более-менее. Не забываем прожать лайк. Топ. Там машинка. К машинам я не побегу. На машине может быть несколько человек. Фриза. Ну, вы видите сами FPS. То есть, смотрите, FPS сейчас показывает 60. Просадки до 60. И смарт стал конкретно греться, я вам скажу. Опа. А мы в зоне или нет? И, кстати, заметьте, пока еще ни разу не страдал лабутенью из разряда не бегая никуда. Пока FPS, конечно, лютейшая. Днищенская, ну и ладно. Опа. Ничего ж себе типок прыгает. Так, нельзя ему дать залутаться успеть. Опа. Опа. Ах! Чуть-чуть не успел. Все. Так, давайте проверим яркость. Ох, подлагивания-то какие. Ладно, не критично все это. Яркость не сбросил почти. Вообще не сбросил.
То есть пока, я не скажу, что это мракобесный смартфон. Да, он горячий, ну то есть он сейчас погрелся, но не так мрачно. По поводу продает подписчиков. Ну-ка. Саша, можно ли как-то? Нет, у меня нет необходимости вам продавать. Все хорошо у меня. У меня есть человек, который покупает. Что мне больше нравится из флагманской линейки? Обычно мне нравится больше Oppo. Вот. Геншина еще не было. Но погоняем. Но опять же, без твича... он с твичом-то его и не потянет. Ну, смотрите, мы 30 минут гоняем, 47%. Было 62%. То есть можно предположить, что он будет есть 15% в час. А можно предположить, что мы только начали, и он будет есть еще больше. Давайте-ка еще чуть-чуть поиграем. Но пока я ожидал худшего. И сказать, что он в играх хлам... Вот видите, как с самого начала я сказал, берите Poco и все остальное. Вот. Нового я все купил поковские смартфоны, получается. То есть все смарты от Poco. Потом, то есть Poco M5, X6. Притом, я говорю, вот, я бы мог ругаться на Poco, но Poco даже уточнили у меня, получил ли я смартфоны. А оказалось, что русские подхимичили, то есть русские получили, но отправили блогерам-друзьям. Хотя им сказали, что отправить мне. Вот. Так что к Poco мне претензий 0, а нашу коррумпированную тусовку я и так знаю по Realme. Поэтому как бы все и так в огне. Да, Poco X7, Poco X7 Ultra. Мне еще, кстати, Redmi 13C пришел. Вообще норм. Так, Саня, а Sony? Universal я купил Sony, я же сказал. Лучше GT Neo или 5 или 3? Пам-пам. Лучше написать Мицак мне сумму и где-то... Ну, видишь, я, наверное, не знаю, где ты будешь покупать. Я ориентируюсь в российском ритейле. До 30... это Дед Мороз написал. Так я же сказал, вот сейчас Poco X6 Pro продается, ладно, не 26, не 25, как был, но 28 тоже нормальная цена. То есть не клиника. Есть ли новости по Mi 14 Lite? Не, я за новостями вообще не слежу, честно. OnePlus Open, кратко. Хотел купить сегодня за 142 тысячи рублей. Уточнил, как я здесь его продам. А здесь он продается за 42. Сейчас я тебе скажу. Короче, за 106. Где-то за 108 бэушные. И как бы покупать за столько... Ну, может, я куплю бэушный. Новый я точно покупать не буду. Потому что терять 40 тысяч рублей на раскладухе и вполне возможно еще больше. Как только ты зайдешь в бездну в Геншине. Я, кстати, его закачал, мне кажется, но я его не играл в него. А может, играл. Я Redmi 13C теще купил за 7400. Ну, жир. Огонь. Ей будет норм вообще, мне кажется. Не забываем прожать лайк. Пока ничего не вылетело нигде. Буду вам безумно благодарен всем. Я сейчас пока проверю крутой Wi-Fi. Ну, видите, FPS, конечно, 74, 73. Куда я дропнулся-то? Я даже не посмотрел, куда... О, ёшки, я туда уже не пойду. Я уже пойду туда. К машинке. Опа. Вот это будет прям... эпичный фейл. Да. Ну что ж такое? Нет, это бесполезно все. Это все бесполезно. Проще сесть на машину и 3 раза его сбить.
Он сел вместе со мной, ну ладно. А почему не работает, кстати, кулак? Заметьте, кулак не работает. Опа. Вот он снизу меня и снял. Так, в какую раскладушку хотел? Да не хочу я никакие раскладушки. Во-первых, их толком никто не смотрит. Во-вторых, за такие космические деньги их толком никто не покупает, поэтому никто не смотрит. То есть на них, мне кажется, просмотры все это вот фиктивные. Мне пару брендов, кстати, писало с просьбой закупить просмотры, прикиньте. Хотя, ну, я с ними не контачил никак. Они такие, можно вам закупить на роль. Ну, хорошо, хоть спросили. То есть они бы могли просто не спрашивая закупить просмотры. Это была бы печаль. Так как они спросили, это норм. Так, я сейчас переключусь под другой Wi-Fi, что у меня этот вернулся к жизни. 5 секунд. Ничего не случится. 5 секунд. Вот тоже. Хорошо, вроде есть резервный Wi-Fi, но вовремя не переподключился, и поэтому получается какая-то лабутень. Так. Не забываем прожать лайк. Дед Мороз, зайди по ссылке в описании с подписью «Болташка», и там можешь задать вопрос. Да, болталка. Да, в болталке можно что-нибудь спросить кого-нибудь о чем-нибудь. Так интересно, так ты дропаешься без пистолета, а так с пистолетом, да? 120 Гц этот показывает, а по факту 85 с просадками, да? Вот они и 120 Гц. Карту Ланга. Ну, Лагна. Он вот что выбирает, то я выбираю, потому что потом Neo 9 или GT5. Я не знаю. Мне не Neo 9, конечно, ближе, от GT5 глобалка или китайский. Так, там здания какие-то. Нет, конечно, не понравился. Просто делал обзор, советовал, а так вообще ужасный смартфон. Ну, вы чуть-чуть смотрите канал периодически, эпизодически, и много вопросов отпадет. Так, в общем, придется мне плыть, потому что здесь вообще ничего нет. Решил коллегу по работе в Genshin затянуть, у него Техноспарк 10 Pro. Ну, ладно, вы попытались. Или это было просто попытка издевательства? Просто чтобы поиздеваться или нет? Признавайтесь. Так, окей. Опа. Вот это было космическим вообще просто подгоном. Еще и вниз там ступеньки идут. Очуметь. Подлагивания такие, ух. Все бывает, так сказать, да? Опа. Ёшки. Ёшки-матрешки. Пока он будет думать, я свалю. А почему он так долго думал? Наверное, перезаезжался? Или чтобы поиздеваться просто? Вот сейчас будет сложнее издеваться. Понятно, я без амуниции.
Ёшки. O'ldirma. Привет, Саня. С температурой все норм. Я пока двигаться не планирую. Вынесут. Без шлема, вообще без вариков. Я seni öldürdüm. Они знают, что я здесь сижу и не ведут. Да как так вообще? Поднимет? Перетаскивает. Сейчас поднимаем. Смотрите-ка, перетаскивают. Чтоб подняли. Интересно, в чем смысл, да? Что лучше взять, Poco X6 Pro или F5? Там, видите, в чем смысл? У F5 вроде проц получше. Но я не уверен, как говорится. Видите? Вот такие вот они подниматели. Вот. Но он старенький уже. А про X6 Pro я не могу сказать, потому что я его не тестировал.
То есть я бы мог сказать, вот, бегите, покупайте F6 Pro, X6 Pro, лучше, чем F5. Что с зарядом? Мы его еще гоняем 44 минуты, поэтому давайте подождем. 41%, то есть на данный момент он съел только 21%. Я не скажу, что это прям супер плохо. И пока тач, вот только в этом моменте работал плохо в меню. В игре нет. Вот. То есть в игре пока все неплохо. Неплохо. Если говорить про горячий ли он, да, но без чехла я его гоняю. И чего? 38,9. 39,6. В общем, 39,6 максимальная градуса. Тоже, ну вот, да. Видите, как я лоялен уже? 41,4. Я уже прям становлюсь лоялен. 45,8 в каких-то местах было. Такое себе. Но опять же, не зря же я кондишн на 18 градусов включал. И да, чуть-чуть может быть. X6 заказал, M6 Pro, вообще все заказал. То есть заказал все, что только можно для тестирования, а там уже как пойдет, как говорится. Вот. Не забываем прожать лайк и подписаться. Уже почти 600 человек набрали. Завтра, может быть, Ace 3 погоняю или Neo 9 Pro. Что вам интереснее, Neo 9 Pro или Ace 3? Признавайтесь. Еще 15 минут и чуть-чуть Геншина, там 10 минут поиграем. Neo 9 Pro, Neo 9 Pro. А почему Ace 3 не интересен? Он, кстати, разблочен. Ace 3, вот, Мицак. Пока 3 человека за 9 Pro. Ну да, завтра воскресенье, кстати, завтра можно 2 прожарки сделать. Neo 9 Pro. Да что ж такое? Что это за панель? Видите, в обычном использовании меня бесит эти грани. Здесь пока у меня нет претензий к ним. Ему уже как-никак отыграли 45 минут. Вот как тестировали это устройство, если говорили, что в играх он дно? Яркость сбросил, но не люто. Ну окей, он нагрелся, ну окей. Наверное, его не гоняли. Но 740 люксов он держит. Притом мы сейчас его гоняли прям в Ace 3. Вот. Раз, два, три. 3 Ace 3. И раз, два, три, 4, 5. И 5 Neo 9 Pro. Кто победит? Neo 9 Pro или Ace 3? Признавайтесь. По F6 нет информации, но есть предположение, что это будет. Ты нас сам на IQ подсадил. Я ни при чем. Здесь другие блогеры считают, что вас подсадили на китайский Realme, IQ и все остальное. Ace 3 без 7 и 20 бенда, да. Антон, ну сколько времени прошло? Читайте форумы, может быть, Smart стал лучше? Может быть. Что, анонсировать получается сегодня, что мы будем гонять Neo 9 Pro завтра? Во сколько, в какое время по Москве хотите стрим на Neo 9 Pro? В 12? В час? Ну, температуру видите 41. 41 это прям жесткач в Астро. И я бы сказал, что греется он прям уже эгегей. Но снова 48 минут мы играем, и я не скажу, что прям он мракобесный. Как тебе удобно? Николай, ну я спрашиваю, пока вы здесь. Лучше вечером. Все, тогда вечером. Потому что мне тоже лучше вечером, потому что завтра на 0.30 будет обзор. Вот. Но за 20-ник я его прям, ну 20-ник норм. 20 штук норм. Если не продавать его. Я не знаю, сколько он проживет, но обнову на него он прилетела. Так, там, мне кажется, кореша дропаются. Friendly Fire. Ладно. Волков боятся в лес не ходить. Что мне вообще в поле дропаться.
Так, надо было бы взять вот этот. Все, FPS, конечно, 65, 61. Но 90 FPS он не должен держать. По мне. По мне. .76 FPS. Горячий. Ну, мы недавно включили, правда, максимальную графику. Горячий. Ну, сколько, по-вашему, критичная все-таки температура для этого устройства? 43, потеют руки даже в чехле. Опа. Как-то он долго думал. Еще учитывая его упаковку. Ну ладно. У человека может быть плохой интернет. В конце концов, среди концов. Скажи, еще расстраиваешься, что тебя сразу не вынесли пока? Ну, с моим наигрыванием, наверное, все-таки... Опа. Опа. Как же я ступил. Ладно. С моим наигрыванием. С моим наигрыванием меня выносит сразу. Так, зато мне не надо телепортироваться из Астра аж сюда. В маст какой-нибудь. Сейчас долечу. Да, думаю, тоже вечером тогда. Я вообще в Экстон спрыгну. И буду там бегать, как король. У меня, кстати, ощущение, что если ты дропаешься отдельно... Что сглазил Антон? У тебя 120 Гц, поэтому экран греется больше. Греется больше, чем что? Чем 42 градуса? Принудительная 120 Гц, когда он выводит мне на картинке 55? Ну, хорошо. В чем физика? Кто здесь обманывает? Внутренний счетчик Геншина? Точнее, PUBG? Опять же, стрим как раз под то, чтобы вы делали сами выводы. Я только что не хейтил, по-моему. Я же не говорил, что это ужасный смарт. Я говорю, что у меня руки прям жесть вспотели. Так, и... Так, это дробовик. Не нужен дробовик. Хотя бы это. Все. Что-то есть. Опа. Он по-любому будет дропаться. Очень странно, почему он меня не вынес с этой штуки. У меня был глюк, что там кто-то бегал. Это был глюк. Если видишь в стенке люк, да, не пугайся, это глюк. Все старые школьные штуки. Так. Автоматика мне нужна. Саша, у тебя видосик по типу настройки камер для отличной съемки. У меня был, по-моему, по айфону. Как надо и что надо делать, если я не ошибаюсь. Шортс. Я прям так отлично снимаю тоже. Мне скорее надо делать ролики, как... Так. Как не надо снимать. Почему здесь звук такой странный? Нечего мудрить с Gcam, по мне, если у вас нормальный смартфон. А надо настраивать... Опа.
Опа. Ну что делать другом, наемник? Но это не я был. То есть он сам умер. Почему, я не знаю. Принял решение погибнуть. Только не играть со мной. Может, у него был дроп, кстати, в запасе. Ну, среагировал я правильно, потому что если бы залутался, мне бы было плохо. Очень потеют руки. Потные руки от 40 градусов. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Играем мы уже 55 минут, из них... О, все. Финал. Вот сейчас лаги. Лютейшие, 44 FPS. Все, он устал. То есть где-то полчаса на максималках и все. И вот сколько нам надо будет ждать, чтобы он остыл. Давайте-ка я кондиционер включу. OnePlus Nord 3 или Samsung A54. Но я ни тот, ни другой. А по каким критериям? Или это как бы... По каким критериям? По видеосъемке лучше А54. По защите от лаги лучше А54. Меньше лагать будет Nord 3 по мне в операционной системе. Опа. Ну зачем мне они, кстати? Тихо. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7. Так. И, разумеется, вот это надо сделать. И запомнить, что он здесь должен упасть. А пам-пам. Что у нас там? 25 человек в онлайне, неплохо. Учитывая, что стрим у нас слетел. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. И пролайкать этот стрим. Мучительный. Почему-то у меня, кстати, он завис на счетчике 11:51, хотя у нас стрим уже дольше идет. Очень странные дела. Ладно, идет и хорошо. X7 я купил, X7 Ultra купил. Вот. То есть все будет. Так, я здесь дроп заказал. И где он? Должен быть где-то здесь. Микита, я понимаю только русский и английский. Если не сложно, пиши, можешь на английском писать. Где мой дроп? Я же его сюда заказал. Сюда. Опа. Ага. Извращенец. Мне кажется, по нему кто-то еще стреляет. И, кстати, до сих пор не убили, странно. Так, все. Я побежал за дропом своим, они пусть развлекаются. Вот, сенсор плохо сработал. Ничего страшного. Мы к этому привыкли.
Опа! Ах! Как хорошо он спрятался. А где он спрятался, кстати? Откуда он стрелял? Так и не увидел. А, вон второй этаж. Ну, зато финалить можно. Ровно час, 34%. Это значит 28% не так космически он поедает. Вон там тусовка, которая меня точно не поднимет. Но попытаться надо. Нет, не надо. Все. Запоминаем яркость. Что это такое? Что это такое? Вот зачем мне это? Зачем мне? Яркость все еще 740 люксов. Все в огне. Дальше. Заходим мы в Antutu и смотрим температуру. 39,43. Абсолютно адекватная температура, кстати. Не суперская, но адекват. Видите, как-то хейт смартфона на стриме переходит в не хейт. Так-то. В New State у меня неплохо сенсор работал, у меня в менюхе плохо он работал только. Не на всех он работает плохо. Гоняю дальше или нет? Тыльная часть уже подостыла. 36. Эта часть уже подостыла. 39. Как мне тип написал, что при 39 ты бы умирал уже. 39,6 это еще температура, при которой ты можешь еще бегать на таблах. Я почему-то сейчас вспомнил. Вот. Кто курсантом не был, не поймет. Геншин. Давай еще на ньюстейт. Не-не-не, Гус, никаких еще ньюстейтов. Почему? Потому что мы его прогнали час, все, хватит. То есть смысла нет. Мы сейчас посмотрим, как Геншин, за какое время он запускается, кстати, зачем. Для... Ух ты, ешки, 3 часа ночи. Не, надо заканчивать это дело. Надо заканчивать наш великолепный стрим. Но чуть-чуть мы поиграем. Совсем чуть-чуть, совсем немного. Да? Так, подождите, я уже потерялся, где у нас стрим-то. Вот он. Очень, пожалуйста, на комментарии очень важно. На какой комментарий? Хочу Neo 3 или 5 для... Я уже ответил тебе. Понеслась. Neo 5, ты понимаешь, что Neo 3, что Neo 5? Во-первых, Neo 3 точно нет, потому что он старше. Neo 5. Альтернатив никаких нет. Вот у тебя только два этих смартфона. Николай Ник. Я с планеты Земля. Давай геншинят в чат, будем смотреть бездну. 30, все. Сейчас мы посмотрим, что он... Ну, 30 секунд это вообще норм. Сейчас мы посмотрим рекомендашки его. И посмотрим. Так, выставляю я лютейшую графику или нет? Что мы хотим? Кстати, у меня может там кто-нибудь и добавится сейчас. Что у меня часто добавляются, когда я играю. Разные крутые типы. Ну, смотрите, не спрыгивают-то. Очуметь. Геншинята. Так. Крутку на Райден. Крутку на Райден, это вот эта штука? Да? Пропустить. И... Ей, предвестник зари. Это круто. Еще
Саня из Ютьюба, да. Я уже живность местная. Еще. Я понятия не имею, зачем я это делаю, но я знал, что у меня кто-то когда-то спросит. Почему 4 нет у меня звезды нигде? Саня, который из Ютьюба, да. Вообще ни о чем. То есть одни 3. 3, 3, 3. О, по размеру есть 4. Это круто. Ну, 4 звезды, мне кажется, это крутой меч, да? Или нет? Или крутой это 5? Кто разбирается в этой штуке? Холодное лезвие. Металлическая тень. О, все. Все. А, я все, больше не могу нигде. О, могу здесь. Надо 5 звезд. Это Лего. Я разбираюсь 2 года игры. Хорошо. Ну, короче, 3 это бесполезные штуки. И... Какой-то у нас тестировка такая ложовая получилась. Ну ладно. Еще протестируем. Люди попросили потыкать. О! Фэньянь. Я кого-то выбил, да, какого-то героя. Так. И я теперь могу где лучше крутить? Вот здесь? Подтвердить. 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 А, нет, спасибо. Я могу вот так сделать. Подтвердить. Раз. Два. Все, мне кажется, больше у меня нет камней. А, есть еще. Но он мне ничего не дает. Я ему не нравлюсь. Бесперспективняк. Четыре звезды. Хотя герой 4 звезды норм, мне кажется, нет? Еще 2 раза сможем. Он просто не знает, что я стримы делаю. Целых 25 человек в онлайне смотрят, и так бы по-любому дал. Так. Что у нас интересного? Вообще меч колокола считается норм, как я понял, нет? Ну и ладно. Что вечером будет? Все. Что мы с вами делаем? Мы с вами выставляем графику. Какую графику выставляем? Выбирайте. 60 Гц ставим. Но вообще 60 Гц это просто трындец будет ему. 45 и то хватит. Давайте 45. И телепорт куда? Бездна. В разлом. Давайте сюда куда-нибудь. Так, 31%. 15 минут играю. Может быть, совершенно свободно его хватит, кстати. Может, подольше поиграю. Но пока сил у меня на 15 минут. Еще. Потому что у меня уже 3 часа ночи, и меня порубит, как сосиску. Так, он здесь? Нет? Нет, он правее. А почему они, кстати, не написал отслеживать?
200 метров. Universal плюс слей, падает золото и Райден желательно поздравляю. Какой кэшбэк? Какой в магазине кэшбэк? Завтра будем стрим? Не знаю. Если будет силы, то да. Если нет, то нет. Пока не уверен. Скорее всего, да. Ну а зачем? X-Pro, X7 Ultra уже ругают. X7 тоже дайте им обнову, чтобы прилетели, и все, и будет все в огне. Так, побейте 12 монстров. Ну как-нибудь побью. А. Опа. Так, стоп. А что мне? Залагание такое. Все. Так. Ага. Вот это плохая история. Их раздалбывают издалека. Так, и пока их не совсем мрачные. Опа. Я нашел яйцо. Я знаю, что можно несколько героев и активировать все их суперсилы, но я пока не хочу этого делать, потому что у меня еще... Ну, это не такие прям типы. А вот там уже интересно, да. Окей. И сюда его тоже. А, стоп. Все, я победил. Победил или нет? Нет, не победил еще. Пока смарт держится. Пока смарт держится. Ну давайте этих тоже типа завалим. Слизь. Как-то я странно держу, да, уже. А можно поподробнее, за что ругают? За фотки, ну, понимаете, это как танцы с бубном сейчас. Дайте чуть-чуть смартом. Так, а что мне делать? Я, наверное, там пробегу, попробую. У меня самые неинтересные герои. У меня есть, в принципе, интересные, но мне не качал их, и поэтому все довольно тривиально. Победа, собери награды, на ранг там крутки будет вроде бы. Да ладно, крутки, мне они не нужны. Смотрите, какой живучий, да? Надо было сразу пользой лупить. Экран где лучше? Айкуна... Серьезно? Ну вы стебетесь, что ли? Ну спеки не посмотреть.
Я типа Google. Но Oppo, вот, допустим, почему Oppo X7, X7 Ultra, может быть, кто-то ругал? Потому что, для примера, в X6 Pro, в Oppo Find X6 Pro, 4К появилась на фронталке только потом. Пусть даже 30 FPS. Но пока у меня нет к смарту претензий. Правда, 5 минут. Ну, даже, по-моему, яркость еще не сбросил. Надо было через этот идти. Не так. Через телепорт. Так бы быстрее было. Google, окей, Саша. Ну серьезно? Какой экран? Вот смотрите, у меня было с момента, сейчас скажу. Где экран Neo 9 или GT5 Pro? GT5 Pro, он вообще космос. Я думал, что вы спрашиваете Neo 3 и Neo 5. Я же параллельно играю. В GT5 Pro просто космос экран. Посмотрите на его яркость. Но GT5 Pro, он какой? Правильно, закругленный. И технически по яркости он лучше. Плотность пикселей, ну, как я помню, она одинаковая. Какой мне больше понравился? В Neo 9. Почему в Neo 9? Потому что он прямой. То есть это опять же вкусовщина. Вспомнить, что Victus 2 защитное стекло у GT5 Pro, ну, могу вспомнить. Вспомнить, что он 2000 с лишним люксов, 2,5, по-моему, выдает в пиковой яркости. Но так он на несколько... Не на так... Не на несколько секунд, но надолго. Но он и ест. У него автономность от этого страдает. И ценник вообще. Ты ценник сравниваешь, если смотреть обычным глазом. Обычным глазом один прямые грани, второй закругленные грани. Вот что тебе больше понравится, то и бери. Так, стоп. По-любому здесь надо кого-то будет расчехвостить. Угу. Чувак, который стреляет, его надо первого выносить. И с кондишеном все еще это дело у меня не вырубилось. Может быть, по-моему, даже не просела яркость. Да, он стримить не хочет, ну и ладно. Да задолбал ты, стреляющий. Ну сколько же Стрелялкина. Так, ладно, вот этого вношу. Большого. И вот этих типов. Так интересно, он мне показывает, что жизни восстанавливаются, но жизни не восстанавливаются. Это как так может быть? Так, тихо.
супер типа. И последний это копатель. Его, кстати, можно было тоже в числе первых вынести. Наверное, тот был самый сильный. Все. Какое-то задание я выполнил. Куда-то теперь надо телепортироваться еще раз. Лучше OnePlus Ace 2 Pro или Oppo Find X7? Еще раз, я купил Oppo Find X7, но даже спеки толком не смотрел. Не забываем прожать лайк, кому не лень. Кому интересен прогон смартфонов в режиме онлайна, по-любому ставим лайк и подписываемся на канал. Так, а мы уже 11 минут гоняем его, и съел он 7%. То есть в Геншине, все, подлагивания пошли. В Геншине он ест 42 примерно в час. И здесь самая тема это вот огонь. Все. Слизь слайма. Ей. Подлагивание. Прогрузка. Ну да. Нет, не 30. 20. 25. Ну, 30 нет, короче. Неудачники. Но когда было золотое время, было больше 30. Ну, а вы опять же смотрите, а смысл этих 30 иметь? То есть максимум 10 обзоров в месяц можно на смартфоны делать. Иначе ты просто кукукнешься. Ну, ладно, 12, но точно не больше. Вот. Так что в 25, ну и запас, ладно, иметь 10. То есть 10 обзоров, 10 запас. Нет. Что-то не понял. Я, наверное, как-то телепортировался, по-моему, в прошлый раз. Ох ты, ёшки. Да. Здесь был лифт. Что же за тунга такая? Ну ладно. Зато мы исследуем чего-нибудь. И нашли печать Гео. Во, лифт. Спасибо. Все, короче, я устал. Смарт люто не лагает. Разогреться он, разумеется, разогрелся. Однозначно он не про Геншин. Ну что, разогрелся? 37, 38 только. 10.41. Вот. В целом, играть можно. И в Геншин тоже. Настройки поскромнее. Есть он будет. Есть у вас будет 9%. На 4. Ну, 45. То есть на 2 часа его хватит. Играть под кондиционером с 18 градусами можно. Без чехла. Огромное спасибо всем, кто пришел. Надеюсь, подобный контент вам подходит. Понятно, что миссия моя захейтить устройство, по мнению многих, не удалась. Но что мы выяснили, что смарт в играх норм тащит. А у кого-то неделю назад он был
не очень в играх, но ужасен в съемке. И потом наоборот, и еще говорю, я посмотрел обзоров, мне хватило. За 20 тысяч норм. 20 тысяч красная цена. Почему? Потому что это смартфон. Зайдите на Авито, который стоит в кое-каких местах уже 23. Вот. Что именно обожаешь? Такой Universal, когда получается, что я неудачник? Нет, вопрос, говорю, в других обзорах. Зачем я делаю? Потому что получается какая-то наоборот штука. Вот. Но камера здесь шлак. Не, за 20 тысяч это не шлак. Говорю, 20 тысяч это 200 баксов. Ладно, раньше 200 баксов было 7500. Но единственное, говорю, проблема с продажей, проблема, сколько я читал брака. У меня самое интересное, нет проблем с тачем. У меня была проблема, ну вот я показывал только в этом, в New State. Мне тач понравился. Края в обычном использовании это мрак. Никак не отключить, постоянно мне мешают. Датчик приближения не подводил меня вообще никак. Когда снимаешь, качество ужасное ночью. Когда скидываешь на комп, чуть-чуть легче. Артем, тебе тоже привет. Спасибо, что пришли. Евгений то же самое. Universal, Котлета, Антон, Дед Мороз. Всем огромное спасибо, что зашли. Подписывайтесь на канал. Будет 1000 человек, будет мотивашка. Будем чаще встречаться. Тем более мне один черт его гонять. И лучше гонять его на стриме, чтобы вам заодно ответить на какие-то вопросы. Но помним, что я целый день делаю обзоры. Я только что вам перечислил, что я 3 обзора сделал. Человек у меня спрашивает, повторяйте вопросы. Допустим, OnePlus 12 глобалка или iQOO Neo 12 Pro. Разумеется, по мне OnePlus 12 глобалка. И я думаю, вы сами догадаетесь с одного раза почему. Если вам не важны деньги. Ну, то есть не важна стоимость. Вот. Для меня это даже больше не старание, а больше как дополнительное место, где мы можем с вами пообщаться. Неважно, сколько просмотров или еще чего-то, зато мы копаем в нашу истину. Вот, у кого-то истина может быть другой. Те, кто купил его за 17, молодцы. Дизайн мне не нравится, но я должен отдать ему должное. Мой экземпляр конкретно не такой ужасный, как кажется. Хотя я бы точно его не покупал, и все равно за те деньги, что он стоит, приобрел бы те 2 устройства, которые я вам уже называл. Это Samsung A54 для съемки видео и Poco X6 Pro, который я еще не гонял для игр, потому что если он не зайдет, то продать его можно как минимум в те же деньги, а скорее всего дороже, если вы его приобрели за 25 тысяч по ссылкам в телеграм-канале скидок, либо просто в тех же местах. Я с 2 хаков подписался, но в этом не приходит уведомление. Почему-то хоть и с колокольчиком. Вот такая магия YouTube. Я сегодня, кстати, удалял 2 ролика, которые мне не прилетели от YouTube, что у меня чувак скопипастил, а подписчик написал. Вот. Но он удалил быстро их. Подлый человек. Потому что полностью ролики стырил. То есть, ладно, там кусок вырезал, я не особо там, или маленьких блогеров, а там блогер 900 тысяч подписчиков и просто слямзил весь ролик. То есть у него просмотров больше на мой ролик. Жесть. Вот. Можно спросить, Санич, что-нибудь полезное? Да. Всем добра, Twitch отваливается звук, поэтому мы вот таким образом общаемся. Думаю, вам это будет тоже полезно. Мне будет интересно, если у меня будет еще один резервный YouTube канал. И это хорошо. Всем добра, приятной ночи. У меня уже 3:10, пора спать.